Доброго дня, добрые люди! В этом видео я подготовила разбор шестого выпуска бурды. Здесь будут и подборки с подиумов, и описание моделей, и мое субъективное мнение, и, конечно же, ожидание вашего субъективного мнения в комментариях. И не будем долго размышлять, сразу перейдем к коллекциям, первая из которых посвящена стилю преппи. Приталенное, лаконичное платье-рубашка в миди-длине с коротким рукавом. Эта выкройка рассчитана, внимание, только на трикотаж. Это вот такое себе трикотажное платье. Имеет нагрудные выточки, приталенный крой. Спереди застежка на пуговицах. Планка здесь цельнокройная и отложной воротник без стойки. Ну, я думаю, для трикотажа стойка была бы немного неуместна. Несложное в пошиве платье и предположительно должно быть удобное и приталенная даже без пояска. Ну, здесь нам дан поясок, поэтому оформляется талия при помощи пояска. Ну, такое себе вот платье-футболка, да, с застежкой и отложным воротником. Подиум предлагает носить такие платья с массивными поясами, добавляя акцент на талии. Дальше. Это платье сшито из платиной ткани. Запах здесь довольно закрытый. Бурда нам часто предлагает довольно такие распахнутые запахи, но в этом случае все вроде так на фотографиях выглядит прилично. Вточной пояс, завязки по бокам, по талии, накладные карманы, в среднем шве спинки молния, нагрудные выточки, да. Ну, в общем-то, простое, удобное платье на каждый день. И вот скажите, что это платье не модное. Вот они, вот такие силуэты на подиумах, пожалуйста, предоставлены в том или ином количестве. Подпоясанное с карманами, без карманов. А в бурде еще и вот поинтереснее крой будет. И если выбрать комплементарный принт для этой выкройки, то можно получить еще более интересное и более уникальное платье. Вот какой вам принт вот здесь. Вот. Я подобрала несколько принтов. И напишите, какой принт вам больше приглянулся вот в этой выкройке. Следующая модель — это футболка с рукавом реглан. Ну, про конструкцию, да, здесь долго рассуждать нет смысла. Это, в принципе, просто футболка. Рукава, полочка, спинка и горловина. Если нужен реглан, вот, пожалуйста. Я лично люблю вточной рукав. Вточной рукав, и чтобы какой-нибудь такой интересный рукав, да, например, фонарик. И, кстати, вот у этой модели, которая сейчас на экранах, у нее приталена талия по боковым швам. Кстати, вот на этой футболке я тоже приталивала талию. Ну, в общем, простая футболка с рукавом реглан. Далее укороченная блуза с завязками по низу из муслина в клетку. Воротник стойка, супатная застежка, спущенный рукав, который по окату присборен, да, и снизу он на резинке, как и, собственно, низ изделия. Технический рисунок очень похож на куртку. Я сначала хотела назвать эту модель блузоном, но, в общем-то, это рубашка. Фото, конечно, тут более информативное, и сразу видно, что, в принципе, это рубашка. Думаю, из скользкой ткани с глянцем эта рубашка, эта блуза будет смотреться еще более изящно и утонченно, и добавит вот такой изюминки. Так, что насчет завязок? Ну, вот такие завязки, они на подиуме тоже есть. В принципе, тут просто обычной рубашки добавили завязки. Ну, и здесь немножко, да, другие рукава. Интереснее, поинтереснее, чем у обычных рубашек. Ну, рубашек. И кто любит вот такие спущенные рукава, добавление каких-то сборок по рукавам, то вот рубашка ответит всем вашим запросам. Далее идут брюки. Да, даже не брюки, а джинсы, потому как шиты они из джинсы с отстроченными стрелками. На месте стрелок шва нет, там нет разреза, это просто застроченные стрелки. В принципе, их можно не строчить, если вам не нужны стрелки, но вот здесь даны вот такие стрелки. Спереди здесь есть вертикальные прорезные карманы, приточной пояс, сзади выточки и один прорезной карман. Молния здесь в боковом шве, а вот насчет стрелок ничего не скажу. Тренд это или не тренд. В принципе, стрелки, они всегда в том или ином количестве присутствуют на подиуме, поэтому, ну, кому нравятся стрелки, пожалуйста, можно застрочить, кому нет, то, в принципе, от этих стрелок можно и отказаться. И вот такая форма брюк, да, тоже особо не входила в моду, но она и не выходила. Она всегда есть, всегда была, ну, возможно, и всегда будет.
Так, теперь жакет без застежки из хлопка с резинкой из рибаны по низу. И как вы уже все поняли, изюминкой этой модели являются разрезы по низу рукава вот здесь в шве. Ну, в швах, в двух рукавах, если говорить. В целом, эта конструкция больше похожа на кардиган, если сшить из плотного трикотажа, такого держащего форму, потому что рукав реглан, он может растянуть, ну или укреплять нужно будет трикотажный вот этот шов вот здесь. И карманы вместо оригинальных прорезных карманов, если сшить из трикотажа, лучше, наверное, сделать накладными. Но однако тут все дело в трикотаже. Есть же такой трикотаж, который вполне выдерживает вот эти все моменты, о которых я сейчас упомянула. Но здесь сшита эта модель из хлопка. Насчет актуальности этой модели я вам ничего не скажу. Именно вот такой модели я не нашла в показах. Может быть, я недостаточно искала. Но здесь все очень-таки стильненько. И вот этот жакет может выражать просто ваш стиль, а не отношение к какому-то направлению, к каким-то тенденциям в моде. Провожает коллекцию в стиле преппи платье прямого кроя, которое отчетливо и явно говорит нам про теннисный спорт. И вот теннис как-то касанием прошел по тенденциям, он вроде есть, но его еще не так много на подиуме. Непонятно, в моде он, не в моде, или что с ним происходит. Но однако стрит-стайл и селебрити показывают, что этот стиль в любом случае люди носят. Платье, как видно по техническому рисунку, достаточно простое в пошиве. Здесь V-образный вырез по горловине, нагрудные выточки, сзади плечевые выточки есть на минуточку, молния в среднем шве спинки и юбка в складку по низу изделия. Следующую подборку модели объединили и дали название «Летний мираж». Здесь нам предстоит разобрать аж 15 моделей. Я прям себе выписала и восклицательный знак поставила. Одна подборка состоит из 15 моделей, первая из которых является комбинезон из вискозы по фигуре с вот такими перехлестами на шее. И вырезом на груди, и выточками, и на молнии сзади. Ну вот, в общем-то, конструктивно мы сразу все разобрали. Талиевые выточки здесь убраны в средний шов спинки и в боковые швы, да, за счет этого идет приталивание. Довольно лаконичный, но при этом шикарный элемент гардероба, я считаю. Вот в том году в весенне-летних показах был идентичный просто комбинезон. В этом году я нашла отдельно вот такие приталенные гардеробы, господи, комбинезоны, и отдельно вот такие петли, да, на шеях. И тем самым убедилась, что этот комбинезон, в принципе, может стать хитом в наших с вами гардеробах и в этом сезоне. Единственное, его шить лучше из растяжимых тканей и из натуральных. Особая рекомендация лично от меня — шить такой комбинезон, приталенный по телу, который будет закрывать большое количество тела, из натуральных тканей. Иначе может тело, ну, быть несогласным, да, выкинуть какие-нибудь сюрпризы. Следующая модель довольно универсальна. Она здесь сшита из вискозы. Думаю, что эта модель хорошо будет вот где-нибудь в отпуске, где-нибудь на пляже. Она такая продуваемая, но при этом утонченная. И если сшить из шелка, еще и будет выглядеть очень шикарно. Такая подача будет себя в такой блузе из шелка, более аристократичная, что ли. Что касается актуальности, да, я считаю, что эта блуза здесь больше про стиль, не про какую-то отдельно взятую тенденцию, которая у нас происходит в мире моды, а больше именно про собственный стиль, про собственную подачу себя. В целом, вот нечто подобное, вот такого кроя, я представляю в отпускных коллекциях, где, собственно, я и нашла пару примеров. Так непринужденно, свободно, расслабленно. Вот об этом эта блуза и нам и говорит. Следующая модель. Как сюда попала следующая модель? Для меня, конечно, это загадка. Здесь больше все такое легкое. Ну, в общем, она сильно, конечно, выбивается из вальяжного такого настроения летнего миража, коллекции «Летний мираж». Здесь куртка сшита из твида, из множества деталей, однако вот как таковой приталенности тут нет. И все равно это не оверсайз, и особой такой свободы
не предусмотрено. Плечо на месте, и в объемах жакет довольно такой скупой, да. Однобортный жакет с застежкой на пуговицах, который можно заменить на кнопки при желании. Главное не забыть хорошо укрепить борт, чтобы петли не распустились и кнопки хорошо держались. Твид все-таки ползучий материал, могут быть сюрпризы вот в этом моменте. Еще тут воротник, стойка и двушовный рукав. И опять эта модель, на мой взгляд, про стиль, не про моду. Хотя укороченные жакеты, конечно, их полно на подиуме, но вещи из твида говорят о вашем предпочтении, о вашем стиле. Если кто носит такое, то это вполне себе нужная выкройка. Но если кто не носит, вряд ли, конечно, вдохновится на пошив, увидев вот эту выкройку. Так, а вот следующее платье вполне может вдохновить вас сшить себя на какой-нибудь торжественный повод, на какой-нибудь праздничный момент. Хотя, если взять однотон без сверкания, то вполне может получиться просто летнее макси-платье. Главное тут брать что-то типа сетки, наверное, чтобы вот эти все складочки, которые мы тут видим, не выпирали и не смотрелись как на бабе на чайнике. Это не касается никаких типов фигур. Баба на чайнике может получиться на любой фигуре. Это зависит от материала. Здесь как раз и взяли что-то типа сетки с люрексом. И несмотря на то, что сейчас в актуальных показах есть такие подобные платья, когда я увидела это платье в журнале, ну не в журнале, на картинках, да, то меня сразу перенесло в 2020 год на показ Dior. На меня тогда эта коллекция произвела очень сильное впечатление, как они там плыли в этих платьях, прям вот как богини. Такое же отношение у меня и сейчас и к этому платью. Я вот оставлю ссылку в описании к видео. Если кто хочет, обязательно посмотрите это видео, какой там посыл от этого показа. Мне очень понравилось, там есть чем вдохновиться. Вот я считаю, это и есть произведение искусства в моде. Ну а мы продолжим дальше о простом, об обыденном. Да. Здесь наипростейшая блуза из хлопка с V-образным вырезом по горловине. Очень красиво и изящно. Эта выкройка может смотреться в кружеве или в шитье. Совсем другое отношение к такому изделию и совсем другое настроение оно вызывает. Так что вот эту блузу можно воплотить из этих воздушных материалов в том числе. Ну и из непрозрачных материалов тоже, в принципе, неплохо смотрится. Самое главное, это с чем сочетать такую блузу. Дальше идут мужские костюмные брюки из хлопка. Сразу обе выкройки давайте мы рассмотрим. Они как раз здесь вот в одной подборке собрали эти брюки. Это абсолютно классический крой. Заутюженные стрелки, защипы по талии спереди. Косые боковые карманы с подкройным бочком. Сзади прорезные карманы на пуговицы и талиевые выточки. Приточной пояс, шлевки и молния с гульфиком. Все, теперь все описала. Отличие между этими двумя моделями только в подворотах по низу брючин. Такие брюки, в принципе, всегда носили, носят и, наверное, еще долго будут носить. Ну и в этом сезоне есть вот такие брюки в мужских показах. Следующая модель это уже женская блуза, или даже не блуза, а вот туника из-за длины, да, ее можно назвать туникой. Сшито данное изделие из хлопка, и по техническому рисунку понятно, что это старшая сестра блузы, которую мы уже обсуждали, вот та самая блуза из муслина с завязками, да. Но только здесь завязки добавили по горловине, ну и длина добавлена. Снизу еще фигурные разрезы по боковым швам. Это просто еще один вариант рубашки. Здесь также окат рукава при сборе, плечо спущенное. Да. Ну, такую рубашку можно носить в том числе, как и второй слой. В принципе, и как первый слой, и даже с брюками такую длину мы видим, вот сочетают дизайнеры очень успешно. Следующая выкройка тоже перевоплощение уже разобранной нами выкройки. Мы ее уже обсудили. Так, но здесь только без завязок по талии и без накладных карманов, и немножко это платье короче. Если нужен такой вариант, более простой, такой вариант тоже есть. Далее идет модель довольно нетривиальных брюк с эффектом запаха. И причем этот запах на завязках. Так, что тут у нас еще?
Ну, брюки прямого кроя. Сзади мы видим талиевые выточки, приточной пояс. Так, ой-ой-ой. Я, кажется, вам тут шумела, да, волосами, возможно. И если сразу рассматривать следующую юбку с вышеупомянутыми брюками, да, то прослеживается тенденция на узлы, на завязки, на имитацию завязок. Вот в некоторых случаях на подиуме это настоящие завязки, в другом случае это только отсылка на них. Но в целом тренд сформирован, и Бурда дала сразу несколько вариантов на воплощение вот этого тренда. Говоря о юбке, что это несложная модель с запахом на завязке в миди-длине. Наверное, актуально любым летом, особенно если вы в отпуске. И еще одна мужская модель. Это классическая рубашка с полным набором, исключая отложной воротник. Здесь только стойка, ну и отложного воротника здесь нет. В принципе, и такие модели на показах в актуальных коллекциях есть, но хоть и в меньших количествах. Все-таки отложной воротник сейчас очень много где мелькает, а вот такого воротника просто на стойке, ну, маловато. Я нашла вот только один пример. Следующие брюки бананы. Так, сшиты они здесь из вискозы, чем очень сильно подкупают, да. Их, конечно, можно сшить из любой подходящей ткани, но с вискозой у меня особые отношения, особенно свободные брюки, как они вот ноги обвивают. Очень летом хорошо себя зарекомендовала вискоза у меня. Так, здесь у брюк застежка с гульфиком, косые боковые карманы с подкройным бочком, сзади талиевые выточки и по низу фигурные разрезы в боковых швах на обтачке. Про актуальность, наверное, говорить не стоит, все уже в курсе. Брюки-бананы в этом сезоне. Не в этом сезоне, они уже давно шагнули на подиум, так и шагают, до сих пор еще не спустились и особо свои позиции не сдают. Ну а заключение этой коллекции разберем. У нас же разбор, да, сразу две модели. Топ с вырезом качели по горловине и клешеные от колена брюки. Все сшито из тонкого пластичного вязаного полотна. Собственно, это выкройки только для трикотажа. Никакой другой материал для этих выкроек не подойдет. Конструктивно тут все более-менее понятно. И вот насчет актуальности тоже, в принципе, сомневаться не приходится. Качели в любом виде, в различных вариантах представлены на подиуме. Главное, чтобы был эффект вот такого водопада. И небольшая идея лично от меня. По выкройке вот этого удлиненного топа можно сшить короткое платье. Можно по низу добавить либо волан, либо оборку, или же просто добавить длины, ну, подходящей длины, которая вам нужна. В обоих случаях с пояском будет очень актуальное платье за несколько часов. Ну а насчет брюк тоже я уже сказала, все актуально, все в тренде. Так, дальше идет модель платья. Ее выделили в отдельную рубрику и назвали как-то творчество читателей. Это здесь мы видим мини-платье по типу платья-футляр. Здесь нагрудные выточки, талиевые выточки спереди и сзади. Сзади еще есть средний шов, куда и вставлена, собственно, молния. Ну и самым главным, да, изюмом этого платья это вот такие пышные, массивные оборки по низу рукава. И сшито оно из хлопка. А вот принт тут выбрали такой, что ощущение, что это наряд на какой-то карнавал для, не знаю, особенно смотря на вот эту фотографию, возникает ощущение, что это платье вот именно для клоунессы. Но это все принт. В целом модель, можно сказать, универсальная. Если отказаться от вот этих оборок по рукавам и добавить длину, то будет вполне себе нормальное, уместное платье в офис. Но и вот такой вариант тоже имеет место быть для более расслабленного, такого вальяжного и интересного нерабочего повода. Следующая подборка выкроек, назвали ее «Ветер перемен». Давайте вот посмотрим, в какую сторону он дует. Первая модель этой подборки. Здесь мы видим свободное платье в миди-длине для сложного или для какого-то интересного вот такого принта. Например, как в журнале, такую вот геометрию, которую либо трудно стыковать, либо не очень хочется резать. Какой-нибудь большой, да, вот интересный рисунок там. Если его разрежешь, вся идея, вся композиция разрушится. Вот для такого, я считаю, принта эта выкройка подойдет. Ну и здесь, конечно,
нужно не промахнуться с принтом. Вот какой-нибудь мелкий принт сделает это платье просто ночнушкой. А вот крупный, графичный или геометрический, вот эта выкройка вполне осилит и даже выиграет. Следующая выкройка более интересная. Это блузон из муслина на подкладке. Удивительно, но факт. Блузон из муслина. Казалось бы, да, муслин это ткань для каких-то платьев, для, не знаю, распашонок для детей. Но вот и на блузон тоже она подходит. Сшит этот блузон по типу рубашки. Но с расширяющимися к низу рукавами. Причем собранными на резинку. И еще из интересного здесь цельнокроенный подборд и резинка по низу изделия сзади, а спереди здесь выточки, сужающие изделие вот так к низу. Так, про укороченные жакеты мы с вами уже в курсе. Мы с вами уже говорили, что это актуально. Ну, давайте вот посмотрим еще пару примеров. Насмотренность никогда не повредит. Следующие две модели давайте рассмотрим вместе, тем более они тут представлены вот таким дуэтом, в виде дуэта. Обе выкройки мы уже видели. Топ из хлопка здесь без изменений, ну а юбка немного укорочена и исключили завязки. Теперь эта юбка держится только на двух пуговицах, вот так, на талии, да. Для удобства здесь в пояс сзади до боковых швов, от бокового шва до бокового шва, сзади можно вставить резинку, пришить ее, и тогда никакой прием пищи не повлияет на удобство вот этой юбки. Ну и еще одно платье из этой подборки. Лаконичное миди платье из вискозы. И интересным моментом тут является внезапно более вот такая волнистая часть юбки с одной стороны. Хотя сначала казалось, что это обычное платье, но вот такую изюминку она имеет. Оно отрезное по линии талии, нагрудные выточки, молния сзади и горловина с проймами на цельнокроенной обтачке. Ну и давайте перейдем к подборке из прошлых выпусков, к подборке Best of. Тут она посвящена отпуску. Первая модель это туника из креп-де-шина, которая, как мне кажется, актуальна во все времена, особенно на отдыхе, на пляже, где-то в каком-то курортном городе. В любой год можно ее сшить, и это будет уместно. Дальше шорты из твида. В прошлом выпуске, конечно, уже были шорты из твида, но когда вот этот элемент гардероба на таком пике своей популярности, да, то выкроек шорт мало не бывает. И далее идет укороченное кимоно, которое, как мы в Телеграм недавно выяснили, называется хаори. Да, хаори, у меня тут записано. Ну, не углубляясь в название, приведу пример с подиума, чуть ли не один в один, за исключением, конечно, длины. Ну, кто мешает добавить, да, нам длину. Следом идет еще одна выкройка туники. Это вариант прям для купальника. И прозрачность, и вырез по горловине вот такой большой, да, не позволяет ее представить или надеть вне отпускного контекста. А вот следующая выкройка подойдет хоть в какой летний гардероб, хоть в какой летний образ, я имею в виду. На подиуме вот тоже есть нечто похожее, нечто подобное. В принципе, по этой выкройке, которая дана в бурде, можно домоделировать подобную блузу с подиума, ну, если есть такой запрос. Хотя на лето, наверное, удобнее все-таки короткий рукав и меньше объемов всех этих оборок. Ну и какой же отпуск без купальника? Ну, много какой, конечно. Не все же отдыхают только на море и каждый раз только на море. Так, но здесь купальник. Хотя здесь рекомендуемые материалы это хлопок, лен, батист. Это скорее вот пляжный костюм для загорания, нежели для купания. Все-таки для купания, наверное, лучше подойдут материалы, которые предусмотрены для намокания и потом нахождения вот в этом мокром всем на пляже, потому что в вольне, ну не знаю, пляжный костюм я бы его назвала, все-таки просто для пляжа. Следующее платье. Очень удобное платье на завязках с карманами и сшитое из трикотажа. В принципе, такое платье можно нарисовать прям на материале при раскрое. Достаточно учесть прибавки вообще на свободу и вот высоту пройм, да. Я такое шила уже. Вот платье сама рисовала линии и прям на трикотаже, и все это благополучно выкроила. Уже давно ношу. Так, ну и аналогично простая юбка.
Тоже из трикотажа, которая, по сути, это два прямоугольника, сшитые в кольцо. Здесь продето сверху шнурок продет в кулиску, ну и карман сзади пришит, да. Ну, для новичков, конечно, тут ценной информацией является вот эта вот вся инструкция по пошиву, какими нитками, какими иголками и так далее. Вот такие модели подготовила нам Бурда в этом выпуске. И вот давайте посмотрим, что же ожидает нас в следующем. Хоть чуть-чуть приоткроем шторку и посмотрим анонс. Здесь есть еще модели для отпуска, но такие, которые легко комбинировать и за которыми достаточно неприхотливый, за которыми достаточно легко ухаживать, видимо, из неприхотливых материалов. Дальше коллекция в стиле Фриды Кало. Такая же яркая, креативная, судя вот по описанию. Еще комбинезон с шортами показан и офисная коллекция из Best of подборки. Ну, этому журналу я хочу поставить 7. Мне кажется, твердое 7. Здесь до 10, наверное, выкроек мне понравились. 3 из которых я бы хотела сшить. Но так как я не выписываю журнал, я их не буду шить, видимо. А может еще купить. У нас он еще есть в продаже. Ну вот, еще подумаю. Расскажите, что вам понравилось в этом выпуске. Что не понравилось, не пишите. Расскажите лучше, чем вы вдохновились, что вам приглянулось. Ну а мы увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока!